Начинаем делать голову. Мы ее, в принципе, сделали. Нам теперь нужно сделать щечки, подбородок и нос. Берем синтепон. Вот знаете, кусочками возьмите и почувствуйте в руке, чтобы они были одинаковые кусочки, чтобы у вас щечки получились одинаковые. Не по весу, а по объему. Дальше берем иголочки для валяния. Видите, у меня была тоненькая иголочка, и она очень помялась быстро, поэтому я взяла толстую иголочку, самую толстую, какая там есть в продаже, и кусочек синтепона вот скрутили в кругляш и начинаем приваливать его там, где будут у вас щечки, то есть посередине клина, где нет шва, и внизу, в самом низу, прям вот, чтобы щеки у нас были на месте. Прям приваливаем со всех сторон, не спешим, чтобы иголка не порвалась, не поломалась, не погнулась даже. Мы приваливаем для того, чтобы он держался у нас, никуда не падал. Делаем второй кусочек, прям вот внутрь все закладывайте. Все шероховатости, чтобы у нас кусочек был ровненький, потому что все шероховатости будут на щеках видны, поэтому он должен быть гладеньким. А все внутри у нас там внутри остается. Приваливаем прям рядышком к этому, близко-близко. Ко второй щеке я веду. Прям вот, видите, там у меня синтепон уже начинается. То есть он может даже не попадать в бязь, но ничего страшного, он держаться все равно будет. И третий кусочек маленький, который пойдет у нас между вот этими двумя кусочками для подбородка. Подбородок, смотрите, как вам удобнее. Можете сделать сначала подбородок, потом сверху щеки налепить. Можно сделать сверху подбородок. То есть без разницы все равно. Все, как вы делать будете. Как вам удобнее. Также его приваливаем между этими двумя. Можно зацепить, конечно, щечки. Страшного ничего не произойдет. То есть вам надо сформировать 3 шарика, которые будут у нас находиться внизу. 2 щеки и подбородочек. Можно и без подбородочка обойтись, если сложно делать. Просто первую куколку можно просто с щеками сделать. С щечками. Так, вот такая у нас получилась. Берем пимпочку, бусинку и заматываем ее в синтепон. Если вы ее намочите клеем, черную вот эту вот штуку, то клей может просочиться через синтепон, поэтому не рекомендую ее смачивать клеем. Просто заматываем синтепоном ее и ниточкой завязываем. Клей просто растворит вот эту черную краску, и она может просочиться на куклу. И ничего хорошего не произойдет. Отрезаем лишнее, чтобы у нас вот этот вот железный пятачок было видно, чтобы нам его вставить в голову. Он, видите, не очень-то большой. Можно делать носик из обычной булавки, вот с таким же кругленьким кончиком, просто больше синтепона намотать. Потому что если будет маленький носик, то его просто там видно не будет. Теперь мы кончик намазываем клеем. И я продырявила иголкой толстой, потому что так бы кончик туда не вошел, потому что он тупой, и его туда сложно вставить. Если иголка, то она легко туда войдет, вы ее прям намочите клеем и туда внутрь затолкайте. И подержите чуть-чуть, чтобы он зацепился. Теперь будем натягивать чехольчик. Дело, вам скажу, нелегкое, не из легких. Значит, 2 слоя у нас должно быть впереди.
один слой сзади. Это лучше на коленках делать, потому что удобнее. Вот вы натягиваете 2 слоя, чтобы было. Вот я его потеряла где-то один слой. Сейчас я его найду. Не нашла. Сейчас я его еще разочек найду. Вон он где-то слой затерялся. Вот его надо натянуть на всю голову. Вот таким образом. А вот этот пятачок спрятать в глубину. Там у нас будет шея заходить. Так, ну вот, смотрите, чтобы симметрично были швы, по бокам шли, чтобы одинаково они шли с одной и с другой стороны, потому что у нас к ним уши будут крепиться. И может быть очень некрасиво, если шов пойдет не в ту сторону. Берем очень толстую нитку, можно сказать прочную нитку, в 2 раза ее заматываем, длинную иголочку берем. Постарайтесь сделать 2 нитки, потому что мы будем тянуть очень сильно. Так, отмечаем сверху от шеи 1,5 сантиметра. Карандашком прямо отметьте себе. С одной стороны можно отметить, а с другой стороны просто иголку вставляете и смотрите, чтобы она шла параллельно земле, параллельно столу. Так, теперь мы ее выводим с этой стороны и вводим в голову. В голову мы ее вводим там, где у нас шея, захватывая трикотаж. Прям туда ее заталкиваем иголку, цепляем трикотаж и выводим в макушке. Вывели. Теперь в другую сторону. Вставляем нитку в иголку. То же самое делаем, только с другой стороны шеи. То есть у нас трикотаж цепляется иголкой с ниткой, и мы его тянем вверх. И он никуда не денется. Теперь смотрите, нам нужно завязать узелочек. Сначала мы просто завязываем голову, еще не одев шею, просто завязываем и смачиваем клеем, чтобы у нас не развязывалась нитка. Иначе мы будем тянуть, и она все время будет развязываться. Сейчас мы ее смочили клеем. И начинаем тянуть. Моя голова вылезла больше, чем нужно. Так, тянем. И еще разочек капнем клеем. Видите, она уже сцепилась хорошенько. Теперь заталкиваем туда шею. Тело туда заталкиваем, расправляем все складочки, какие образовываются. Можно пинцетиком, иголочкой неудобно. И клеим еще разочек. Капнули туда на макушечку. Сила нужна сильная. Женщины мы не слабые. Тянуть надо сильно веревку. И вот, чтобы она не порвалась, нужно в 2 слоя. Можно в 3 даже, это еще лучше. Теперь завязываем узел. Когда плотно у вас голова села, хорошо прям завязывайте уже узел и любуйтесь результатом. Обязательно клеем еще разочек, смачиваем, смазываем. Теперь натягиваем трикотаж. Он уже у нас никуда не вылезет. Натягиваем булавочками, закрепляем поближе к макушечке, прям туда его. Щечки можно поправить тоненькой иголочкой. Прям не бойтесь туда залазить и поправляйте, как вам надо. И нос, и щеки, и подбородок, все регулируется, поправляется. Ну и когда даже сошьете, уже можно тоже регулировать. Значит, теперь сейчас мы сошьем. Это я примеряю рот с глазами. Теперь берем тоже плотную ниточку и начинаем пришивать трикотаж, прикреплять его к голове.
хорошенечко натягивая. Так, по кругу пришиваем весь трикотаж к голове, очень-очень хорошо натягивая. Не бойтесь его тянуть, стрелки у него не идут. Вообще очень хороший трикотаж в работе, приятный. И лицо можно сформировать, и шьется хорошо. То есть самый лучший трикотаж, который я встречала в этом мире. Помните, что пришиваем мы все это очень плотной ниткой, очень, как это называется, супер прочной. Теперь можно сделать ротик. Берем тоже такую же плотную толстую нить. Голова у нас, видите, крутится во все стороны и не откручивается. Нитку берем и иголочкой находим место расположения рта. Смотрите, вот где вам кажется будет личико такое миленькое, хорошенькое. Если сделаете слишком близко рот к носу, то будет оно такое, знаете, такое скептическое лицо. Если вы сделаете подальше, будет угрюмое лицо. То есть надо найти золотую середину. И когда вы уже все сделаете, сильно нитку не затягивайте, иначе рот уйдет в глубину и тоже смотрится не очень-то хорошо. То есть прям слегка отметили, что есть рот, чуть-чуть затянув. Иначе тоже будет не очень-то красиво. Морда лица получится негармоничной. Извиняюсь за выражение. На этапе, пока еще не завязали, все можно исправить. Когда вы все завяжете, надо только уже разрезать, отрезать и так далее. И также все это с клеем обязательно промазываем, узелки все, чтобы они ни при каких обстоятельствах не развязались. Чтобы 100 лет простояла кукла и ничего с ней не случилось. Не забывайте промазывать. Теперь нам надо зашить вот эту верхнюю дырочку, которая не очень-то, которая у нас получилась и ямой, да, углубление произошло. И смотрится она, будет видно ее из-за волос, поэтому нам нужно ее замаскировать. Отрезаем кусочек маленький бифлекса. Вот такой он овальный, чтобы был. Какой там остался у вас маленький. И теперь нам надо его пришить. Ниточка уже потоньше берется. Обычная, 40-уха. Номер 40. На сленге мастеров. Так, теперь мы начинаем, вот видите, я положила кусочек и с изнаночки вот так я его пришиваю. Прям сверху. Теперь мы его отворачиваем
И начинаем пришивать, подгибая края внутрь. И у нас получается такая крышечка, колпачок. Можно натянуть его, не бойтесь, ничего плохого не случится. Нам самое главное закрыть. Закрыть вот это все безобразие, которое случилось на голове. Так по кругу пришиваем, не зашивая маленький кусочек, сантиметра, полтора можно не зашить. Мы туда будем вставлять синтепон. Чтобы у нас не было вот этого провала в голове, нам нужно сделать там холмик, шушечку. Мы туда вставим синтепончика. И у нас будет с вами головка такая, не приплюснутая, а с макушечкой. Затолкали, сколько влезет. Сильно много тоже не толкайте. Просто чтобы обозначить, что там у нас не шишка, а холмик. Нитку лучше вывести, конечно, она у меня не вывелась. Вылезла из иголки. Так, ну вот такая получилась шапочка.